Уважаемые зрители, многие из вас, путешествуя, восхищаются красотой морского пейзажа, мечтают сохранить частичку солнца, тепла. За неимением ничего другого сегодня большинство пользуется обыкновенным фотоаппаратом. Раньше в путешествие по морю в дальние страны приглашали художника, который изображал красоты природы, пенящиеся бурные волны, причудливые города, горы. Возвращаясь, люди привозили с собой произведения искусства, переходящие из поколения в поколение, несущие в себе необыкновенную свежесть, яркость воспоминаний, манящие в далекие просторы. Мы приглашаем вас совершить путешествие по Средиземному морю, на остров, выбранный самой Афродитой за свою сказочную красоту могучих кипарисов, скалистых берегов, покрытых черно-белыми камнями, словно разноцветным жемчугом, Кипр. Наш фильм рассказывает о том, как писать море. Этот пейзаж начинается с написания неба сверху вниз до линии горизонта. В верхней части небо холоднее и темнее, внизу теплее и немного краснее. Охристо-золотистым цветом делаем подкладку под камни и песчаный берег. Солнечный свет сообщает всему, что на земле теплоту, поэтому камни мы не оставляем белой бумагой, а делаем под них нужную подкладку, которая в дальнейшем будет являться самым светлым на этих валунах. Также добавляем разные оттенки в золотистый тон для цвета песчаного берега. Поверх неба холодным сиреневатым тоном рисуем горы. Так как они удалены от нас на большое расстояние, то их цвет гармоничнее сливается с небом. По теплой полосе, первоначально сделанной на горизонте, прописываем детали.
Вторым слоем по просохшему предыдущему силуэту мы намечаем более темные и теплые горы, попутно прорисовываем детали. Горные мотивы на море вдали, как правило, выглядят легкими, прозрачными. И в технике акварели их следует писать поверх неба, так как цвет гор, который мы накладываем, невольно соединяется с нижней частью неба. Лишь детали освещенных построек на побережье кажутся светлыми, но здесь видно, что они отличаются от первопланных валунов. Под них мы подкладываем другой тон. Также намечаем второй план гор средним тоном. Сине-фиолетовым подчеркиваем линию берега и горизонта. Сейчас солнце находится у нас за спиной. С учетом этого небо в нижней своей части теплее и светлее. Кверху оно становится более холодным и темным. Если представить себе, что сейчас совершенно нет волн, то небо должно зеркально отражаться в воде. Так как к переднему плану оно холоднее, сиреневее, к дальнему теплее и светлее. Как только появятся волны на первом плане, они становятся теплыми, и к дальнему холоднее и синее. Но из-за того, что вдали много мелких волн, синева на горизонте будет достаточно темной и однородной. Они будут сливаться. Прокрывая первой подкладкой воду, нужно не забыть местами оставить просто белую бумагу для передачи морской пены. На дальнем плане она мельче, а к первому плану гребни волн будут крупнее. Вода к дальнему плану однороднее, не имеет той многоцветности, которая появится к первому. Вдали на поверхность воды сильно влияет небо, особенно его нижняя часть. Мы видим, что на горизонте и горы, и вода представляют собой слегка тонально измененный, но один и тот же цвет.
Так как к первому плану дно мелкое и просвечивается песок, то в цвет воды добавляется цвет дна, поэтому на среднем участке мы добавляем зеленовато-желтый оттенок, а к первому плану желтовато-коричневый. Вся первая подкладка под гладь моря однотонна, то есть плоская. Оставляются только мелкие гребешки волн и переход от лиловых дальних оттенков к более теплым на ближнем плане. Но даже в первой подкладке вода уже темнее неба. Около камней вода, разбиваясь о них, пенится, и мы также оставляем белую бумагу. Аккуратно следим за касаниями воды и морских валунов, не допуская затеков краски. Так как наш лист находится в вертикальном положении и краска стекает вниз, то все, что бы мы ни изображали, делаем сверху вниз. Это касается неба, гор и в данном случае воды. Прежде чем приступать к такому сложному морскому пейзажу, работая по памяти, необходимо ясно представлять эту картину законченной в своем воображении. Акварель – техника, не допускающая серьезных исправлений и переделок. Во всем должна быть последовательность и дисциплина. К переднему плану вода становится теплее, в фиолетовый цвет добавляется охра и коричневый.
мы также рисуем кистью бурлящую волну. Структура волн очень сложна. В каждой волне есть освещенная часть и теневая, имеющая особенно к первому плану ярко выраженный теплый рефлекс. Но так как вода прозрачна, этот рефлекс сильнее всего виден в верхней части волны. К низу появляется слегка холодноватая тень. Одновременно на первом плане мы видим пенящиеся разводы, которые большей частью проникают сквозь мелкие волны и всегда находятся в движении. У самого песка будет сохраняться белая пена. Теперь мы приступаем к освещенным солнцем валунам. Под камнями тени теплые, золотисто-коричневые, а падающие тени от камней друг на друга холодные, так как они отражают синеву неба. Валуны по природе своей светлые, намного светлее синевы моря. При их написании мы руководствуемся основным принципом техники акварели – от светлого к темному. Мы вначале легкими тонами рисуем на освещенных частях камней, находя разницу между большими и маленькими валунами, стремясь к неповторимости и разнообразию в ритмах мазков. Где-то мы делаем плавные переходы большого валуна, а где-то дробим на мелкие камушки. При этом не делаем самых темных теней и сильных контрастов. Полутона у камней на свету холодные. Мы подчеркиваем мокрый темный песок в контрасте с белой пеной.
Так как вода на дальнем плане уже у нас высохла, мы сверху вниз маленькими мазочками создаем холодную рябь мелких волн. Постепенно к среднему плану увеличиваем мазки кистью. Дальний план зависит от неба на горизонте и представляется более однородным. Нужно также набрать плотность воды. Еще и еще как бы укладываем воду на дальний план мелкими штрихами. Ближние к нам волны становятся темнее и крупнее, тем самым создается пространство. Конечно, прежде чем писать море по памяти, нужно попробовать изобразить его на маленьком формате многократно с натуры. Все, о чем вы слышите, должно быть подкреплено вашими личными наблюдениями. Мне кажется, полезно также, взяв альбом и карандаш, попытаться с натуры порисовать волны, внимательно всматриваясь в их движения.
Наряду с более крупными волнами на поверхности воды множество мелких, создающих материальность поверхности. Мы постепенно переходим к первому плану, утепляем волны и подчеркиваем белые гребни. У первых волн, кроме теплых рефлексов, будут сиреневатые падающие тени, что создает объем самой волны. У камней волна поднимается без гребней, к ней подходят фильтоватые рефлексы неба. Первому плану волны намного многодельнее, более прописаны. Для достижения большего разнообразия мы используем и мелкие мазки, и точечные, наряду с крупными заливками первопланных волн. Если дальний план достаточно прост и ясен, то вблизи требуется точное понимание сложных нюансов структуры движения воды, а также цветового многообразия. Здесь волна закручивается.
Мы видим на плоскости поверхности скользящий холодный полутон, отражающий цвет синевы неба, а на скате волны едва уловимые блики, делающие ее объемной. Прозрачная вода как бы врезается в пену. Создавая это изображение по памяти, я стремлюсь к естественности и многосложности натуры, не превращая это изображение в схему. Краски первого плана совсем другие. Пену волны мы детализируем прозрачной черной краской, а потом темным подчеркиваем тень под бурлящей волной. Материальность воды достигается мелкой сеткой пены. Наша кисть как бы повторяет движение волны, создавая живость и неповторимость. Охрой с голубой создаются мелкие волны около валунов.
Омброй натуральной обрисовывается граница воды и достигается эффект мокрого песка. Охристо-коричневым прописывается песчаный берег, оставляя кое-где камушки. Еще раз усиливаем песок на первом плане. Где-то списываем край воды, и появляется прозрачность. Усиливаем также контрасты морских камней. На этом пейзаж завершен.